Серия диверсий на восточном фланге НАТО, новый разрыв на ЖД прямо под пассажирским составом. Но и это еще не все. Власти дают детали, пока армия прочесывает территории. Неожиданный политический шаг, долгожданное перемирие может таки наступить. Могут ли давние споры быть закопанными под линию фронта и согласятся ли с таким те, кто многое потерял на этой войне? Президент переходит к решительным действиям. Простой удар по экономике никого не спасает. В дело пойдут механизмы куда жестче и действеннее. Что происходит, расскажем подробно. Скандал в Германии может разрушить отношения с союзниками. Удалось ли предотвратить раскол внутри ЕС и как теперь дипломатия будет выходить из кризиса? Об этих и других самых главных событиях вечера понедельника, 17 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь в Балаклее началась с тревоги, но никто не ожидал, что удар придется прямо в сердце города. Лишь спустя несколько минут стало ясно, по центру жилой застройки прилетели 2 ракеты, и последствия оказались тяжелыми. Россия нанесла по городу 2 ракетных удара около 2 часов ночи. На месте сразу работали все экстренные службы, но масштабы разрушений быстро стали очевидны. В 4 утра власти подтвердили гибель 3 человек, еще 10 получили ранения, среди них дети. Сообщения о новых раненых продолжали поступать и утром. Кроме того, российские беспилотники атаковали скорую помощь в Херсоне. В результате пострадали 2 медика. И это, к сожалению, не единственное последствие обстрелов украинских мирных городов оккупантами. В то же время Украина наносит удар по стратегическим предприятиям в глубине территории РФ. Там горел завод, продукция которого идет прямо в российскую военную машину. Речь о предприятии «Цинкум» в Курской области, производителе цинковых и химических материалов, которые используются в технике, боеприпасах и электронике для армии РФ. Пожар охватил часть цехов. Ночью причины официально не называют. В то же время силы обороны Украины нанесли новые удары по российской энергетике. Повторно атакована Орловская ТЭЦ, а также подстанции Вешкайма в Ульяновской области и объекты под оккупированным Донецком. После попаданий Донецк и Горловка остались без электричества. Серию ночных взрывов там описывали как резкую и синхронную. Не только утром жители увидели масштабы обесточенных районов. Вторая диверсия за 2 дня в Польше. На той же линии, где днем раньше взорвали рельсы, снова произошло нечто, что власти уже называют прямой атакой на стратегическую инфраструктуру. Только теперь поезд шел не полупустой, не с 2 пассажирами. Их было 475. Состав Свиноустья-Жешув внезапно остановился под Пулавами после того, как в одном из вагонов выбило стекла. Полиция считает, что причина — поврежденная линия электроснабжения, но сходство с недавней диверсией выглядит слишком точным, чтобы списать эпизод на технику. Пострадавших нет, но тревога моментально подняла все службы. К сожалению, как мы уже сейчас знаем, подобный инцидент мог произойти также на юго-востоке от этого места, на той же железнодорожной линии, где также имела место попытка дестабилизации и разрушения железнодорожной инфраструктуры, что также могло привести к железнодорожной катастрофе. Дело стремительно развивается, расследование продолжается, но, к сожалению, действительно не вызывает сомнений, что мы имеем дело с преднамеренным действием, актом диверсии. На линии Демблин-Варшава рельсы действительно уничтожены взрывом, а ближе к Люблину обнаружены новые повреждения путей. Второй след, который уже связывают с диверсионной серией. Спецслужбы и армия продолжают прочесывать всю линию. Министр Мартин Каминский подтвердил, найден еще один подозрительный участок, и его также рассматривают как возможную атаку. Польша усиливает охрану магистралей, потому что теперь ясно, кто-то методично проверяет железные дороги на прочность. На первый взгляд, обычное заявление о санкциях, но интрига в том, что Дональд Трамп предложил такой шаг, который способен ударить по половине мира. Американский президент вспомнил, что республиканцы работают над законопроектом, предусматривающим жесткие санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Ну, я слышал, что они это делают, и меня это устраивает. Они принимают законодательство, республиканцы вносят законопроект, который очень жесткий. Он предусматривает
санкции и так далее против любой страны, которая ведет дела с Россией. Они могут добавить туда Иран, как вы знаете. Это я предложил. Так что любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень серьезным санкциям. Мы можем добавить Иран в эту формулу. Удары по энергетике уже дают эффект. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, переработка нефтепродуктов в России просела на 18-20%. И картина доходов Кремля подтверждает тренд. За первые 10 месяцев нефтегазовые поступления в российский бюджет упали на 21,5%, минус 2 триллиона рублей. На этом фоне инициатива Трампа выглядит как попытка довести давление до глобального уровня и превратить торговлю с Москвой в токсичный риск для любой страны. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Виктор Орбан снова бросил фразу, из-за которой в Брюсселе обычно вздыхают и начинают считать политические убытки. Венгерский премьер уверяет, что европейцы только затягивают конфликт, рассчитывая получить лучшую позицию для будущих переговоров, и считает это стратегической ошибкой. По его версии, время работает на Россию, поэтому помощь Киеву нужно прекращать и как можно быстрее. Мы уже сожгли 185 миллиардов евро, и мы собираемся сжечь еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, которая не имеет никакого шанса выиграть войну. Орбан снова развивает идею большой сделки между Москвой и Вашингтоном. Он ожидает, что мирное урегулирование станет результатом соглашения между Россией и США по вопросам войны, торговли и энергетики. Европу он призывает открыть собственный канал общения с Кремлем и вести параллельные переговоры, чтобы позже свести позиции с американцами. Будущая система безопасности Украины, по словам Виктора Орбана, должна включать стабилизацию границ, даже если они не признаны международно, и создание демилитаризованной зоны. Орбан убежден, что без чуда Россия продолжит удерживать оккупированные территории после конца войны. Эта реальность, нравится она вам или нет, говорит премьер-министр Венгрии. Скандал вокруг аукциона в Германии развивался стремительно. Еще утром спорные лоты были в открытом доступе, но к вечеру исчезли так, будто их и не существовало никогда. Только позже стало ясно, продажу артефактов Холокоста отменили после вмешательства политиков. Аукционный дом Фельдсман планировал выставить 623 позиции, письма узников концлагерей, документы о принудительной стерилизации, личные материалы жертв. Среди них письмо заключенного Аушвица, адресованное в Краков, со стартовой ценой 500 евро, и медицинское заключение из Дахау за 400 евро. Память о жертвах Холокоста – это не товар и не может быть предметом коммерческого оборота. Польская дипломатия призывает вернуть артефакты в музей Аушвиц. Теперь все предметы исчезли из онлайн-превью. Международный комитет Освенцима назвал попытку продажи неприемлемой, а министр иностранных дел Германии подчеркнул, что полностью согласен с польским коллегой Радославом Сикорским. Попытки наживы на преступлениях Холокоста отвратительны и должны быть остановлены. Как федеральное правительство, мы находимся в контакте с нашими коллегами в Северном Рейне-Вестфалии, и я надеюсь, что нам удастся положить этому конец. Так делать просто недопустимо. И должно быть ясно, что у нас есть этическое обязательство перед жертвами – остановить подобные вещи. Иранские власти решились на шаг, который обычно ассоциируется с научной фантастикой, а не с государственной политикой. Причина – тревожная засуха достигла такого уровня, что Тегеран всерьез говорит о возможной эвакуации столицы. Мы с вами упоминали об этом в предыдущих выпусках. Но потом выяснилось, что страна начала силой выжимать дождь из неба. Первую операцию по посеву облаков провели в ноябре над районом озера Урмия, крупнейшего водоема Ирана, почти полностью высохшего за годы засухи. Теперь аналогичные полеты планируются над Восточным и Западным Азербайджаном и другими регионами, где дефицит влаги уже угрожает жизни и сельскому хозяйству. Метеорологи сообщают о катастрофическом спаде осадков. Этой осенью их уровень оказался ниже нормы на 89%, и сезон стал самым сухим за 50 лет. Президент Масуд Пезешкиан публично предупредил, если дожди не начнутся, зимой Тегерану может понадобиться частичная эвакуация. Метод, к которому прибегает страна сейчас, выглядит отчаянно. Самолеты распыляют в облаках химические соли,
соли, вроде едида серебра, чтобы стимулировать выпадение дождя. Но специалисты подчеркивают, этот эффект краткосрочный, не решает системных водных проблем, вызванных климатическими изменениями. Тем не менее, для Ирана сейчас это вынужденная экстренная мера, попытка выиграть время в борьбе с засухой, которая впервые за десятилетия поставила под угрозу устойчивость целых регионов. Военные сделали шаг, которого от них сейчас ждали меньше всего. Публично предложили переговоры Пхеньяну. Правда, инициатива появилась на фоне все более тревожных действий КНДР прямо у линии разделения. Сеул заявил, что хочет обсудить четкую базовую границу вдоль военной демаркационной линии, чтобы снизить риск случайного столкновения. Повторяющиеся вторжения северокорейских военных через МДЛ и ответные действия наших вооруженных сил в соответствии с установленными процедурами усилили напряженность внутри демилитаризованной зоны. Растет обеспокоенность, что если такая ситуация сохранится, она может перерасти в военный конфликт между двумя Кореями. Причина срочности проста. Северная Корея в последние недели активно минирует свою сторону, прокладывает дороги, ставит колючую проволоку, и при этом ее солдаты неоднократно заходили на южнокорейский участок. В Сеуле опасаются, что один неверный шаг или выстрел могут запустить цепную реакцию на крайне напряженной линии соприкосновения. Инциденты на границе случаются десятилетиями, с тех пор, как Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. Но южнокорейские военные отмечают, за последние месяцы активность КНДР у линии разделения заметно выросла, и риск непреднамеренного столкновения стал куда выше, чем раньше. Теперь все зависит от ответа Пхеньяна и от того, решит ли Север хотя бы формально сесть за стол переговоров, пока напряжение не переросло в очередную фазу конфликта. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.